Сегодня у нас на повестке дня мега крутая, эпическая мясорубка. Убийца магической битвы и One Piece. Тайтл под названием Кагурабачи, или если дословно, Шершень-убийца, сёнэн нового поколения, который, грубо говоря, пришел на замену Черного Клевера после его переезда в другой журнал. Но так ли он крут, как о нем говорят? Сегодня... Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check is I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson, he got a new engine from... Парня по имени Тихира, жизнь которого полностью была перечеркнута одной трагедией, и теперь его путь весь покрыт кровью. Исполненный твердой решимостью, все, чего желает Тихира, это кровавый путь мести. Звучит многообещающе, однако давайте сами убедимся, так ли сладок этот запретный плод, как о нем говорят. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манху Маньхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. История начинается с небольшого погружения в прошлое, где нас знакомят с главным героем и его отцом. Пацана зовут Ракухира Тихира, сдержанный и рассудительный, принадлежный ученик своего отца, который был, не побоюсь этого слова, легендой этого времени, величайшим мастером-мечником во всей стране. Его мастерство создания мечей особой техникой прославило мастера куда выше, нежели воинов, которые использовали его оружие. Говорится, что лишь благодаря созданным клинкам Ракухира Кунисиге удалось 15 лет назад выиграть в войне с Сейтей. В общем, человек он был невероятен, отдавая своему ремеслу по полной, будучи серьезно настроенным при создании каждого меча. Однако по жизни он был тем еще раздолбаем, позволяя себя обдурить даже какому-то левому торговцу, который втюхал ему несколько золотых рыбок, уверяя, что они способны принести в дом благополучие. Да и в целом были хорошей приметой. Говорят, что красная рыбка приносит удачу, черная отгоняет неприятности, а свойства трехцветные он даже и не запомнил. Но все равно Кунисиге был настолько доволен своей покупкой, что даже умудрялся разговаривать с ними, когда было время, тем самым вводя в замешательство своего сына. Так что, как вы поняли, мужик был со своей изюминкой, чем-то даже напоминает мне кузнеца Хаганэдзуку из клинка Рассекающий демона. Такой же чудаковатый мужик, но при этом мастер своего дела. Время от времени к семье Ракухира наведывался давний друг Кунисиге по имени Сиба, который рассказывал о происходящем в городе. Также он интересовался у юного Тихира, как проходило обучение мастерству ковки, коим он занимался каждый божий день. Вот только хоть главный герой и выглядел равнодушным ко всему и, возможно, даже уставших от частых разговоров о том, насколько крут был его отец, но он все равно хотел стать таким же искусным мастером, как и его папаша. Ну и так как рвение сына не утихало, да и к тому же ему в скором времени исполнится 15, Кунисиге решил рассказать Тихира о всех сторонах мастерства ковки мечей. Зайдя в тренировочную комнату, старик начал рассказ о смысле катаны, говоря, что клинки всегда были средством для спасения людей и инструментом, способным дать начало новой эпохи. Однако прежде всего катана была оружием для убийства людей, демонстрируя, как она легко способна уничтожать свою цель. С этой ношей и должен был справиться мастер мечей, ведь их творения, оказавшись в плохих руках, могут отнять жизни невинных людей. По словам Кунисиге, мечом должен обладать тот, в коем имеется вера и ответственность. Человек, который будет уничтожать плохих и защищать слабых. Это самое необходимое качество, которое позволяли мастеру вручить катану своему обладателю. В противном случае, если же клинок попадает в руки плохого человека, это ложилось тяжелым грузом на плечи создателя, ведь именно он верил в свое творение подобной личности. И именно поэтому старику было очень важно знать, справится ли его сын с подобной ношей. Однако хоть Тихира еще и не знал наверняка, но он
готов был взять на себя ответственность в случае, если его катана попадет не в те руки. Далее мы переносимся в настоящее время спустя 3 года с прошлого, которое мы видели, оказавшись в одном из городков под контролем преступной группировки Пробуждением Драконов, которая в это время избавлялась от людей движения очищения, пытающихся создавать мятежи против этих бандитов, дабы вернуть городу спокойную жизнь. Вот только эта якудза была безжалостна против тех, кто даже осмелился хоть зубы оскалить на них. В этот раз они наведались непосредственно к тем, кто доставлял им больше неприятностей, движению освобождения, уничтожив почти всех людей этой группы в одном из зданий, оставив только одного человека, дабы выманить информацию про остальных членов освобождения. Однако даже под натиском избиений и вопреки тому, что за этой группировкой стояли черные маги, заложник не собирался выдавать им никакой информации о своих товарищах, после чего в ситуацию даже вмешался, как я понял, один из черных магов, решив указать этому невежде его место, который, видимо, ни разу не сталкивался с магией, мигом подняв башку заложника внезапно выросшим древом, пронизывающим тело жертвы колючими шипами. Пока неизвестно, что это была за магия и как ее использовал этот человек, однако замечу, что на этом чуваке была какая-то черная метка, возможно, особо отметина черных магов, и к тому же у него явно выделяется неестественно черный глаз, который, возможно, также причастен к использованию магии в этом мире. Вот только пока никаких больше подробностей не было, остается только ожидать ответы в следующих главах. Вслед за этим нас вновь перемещают к главному герою, который вместе с Сибой направлялся в тот же город, где и была эта преступная группировка. Невооруженным взглядом сразу было видно, как изменился главный герой, которому на данный момент, если ему в прошлом должно было стукнуть 15, тогда сейчас Тихиру должно быть 18 лет. И, видимо, трагедия, которая случилась с его отцом, о котором говорилось в описании манги, уже произошла в виде, какой у него был рубленый шрам на лице. Сиба даже поинтересовался, не хотел ли он избавиться от этого шрама, на что сразу же получил отрицательный ответ. Ибо Тихира, умываясь каждое утро и смотрясь в зеркало, каждый раз вспоминает ту трагедию, начиная свой день с новой порции гнева. Таким образом, полученный шрам стал для него своеобразным напоминанием, для чего он живет и какова была его цель. Направлялись они в город как раз для того, чтобы встретиться с той самой бандой якудза, поскольку, по словам Сибы, они могли быть связаны с теми, кто, возможно, убил его отца, Рокухира Кунисиги. И хоть Тихира выглядел хладнокровным, но изначально он подумал просто даже договориться с ними. Однако, придя в город, перед его лицом постала ужаснейшая картина. На мосту были повешены изувеченные тела членов движения очищения, для того, чтобы показать всем жителям этого города, что с ними будет, если они что-то вздумают выкинуть против банды Пробуждения Дракона. Увиденная Тихира окончательно поставила крест на возможных переговорах, ибо эти поступки шли вразрез тому, чего учил его отец. После чего они отправились к месту, где сейчас располагалась эта банда. К слову, сейчас они спокойно себе просиживали яйца, вообще не парясь об охране, поскольку считали, что все от страха и не сунутся к ним, а если и найдется какой-нибудь придурок, то они сразу же его прикончат. И вслед за этими словами в шею одного из этих чуваков прилетает катана, после чего прямо у них перед носом появляется Тихира, вынув которую из стены, он круговым движением уничтожил остальных преступников, сидящих за столом. Теперь главный герой отправился внутрь здания, в котором до сих пор допрашивали заложника. Главарь Пробуждения Драконов наконец-то нашел способ выведать из него информацию, узнав, где сейчас находится младшая сестра данного человека. На ее местоположение были отправлены головорезы, однако не успев те выйти наружу, как их тут же один за другим раскромсал ГГ. Хладнокровие и ненависть Тихира к этим ублюдкам прям зашкаливала, но несмотря на это, он все еще намеревался поговорить, прежде чем добивать остальных, ведь такие ублюдки, как они, не имели права держать катаны в своих руках. Преступники не потерпели такого нахальства и тут же бросились прикончить этого парнишку. А раз уж противников было много, Тихира решает использовать другую катану с выгравированной черной магией, сделанной его отцом прямо перед трагичным случаем. После чего, используя особые свойства меча Небеса Бездны, он сокрушает тех, кто успел подойти к нему, после чего, используя технику Ил черной золотой рыбки, Тихира словно режущей волной рассек несчетное количество противников. Затем, поднявшись ввысь и оказавшись в тылу врага, используя технику трехцветной золотой рыбки Нисики, он в ту же секунду превращает в фарш остальное полчище, оставив живых только главаря, намереваясь выведать из него информацию о Хисяку, или как еще их называют, черных магов. Те, которые, по словам
словам ГГ, стояли за бандой пробуждения драконов, на что трясущийся главарь сказал, что только безумец осмелится пойти против этих людей, называя их монстрами. Однако Тихира возразил, разве он был похож на здравомыслящего человека, заявив после, что его целью является уничтожение всех Хисяку. Что ж, сказать, что я впечатлен, это еще мягко говоря. Несмотря на то, кем стал Тихира после трагедии с Ракухира Кунисиги, он все еще следует идеологии своего отца. Однако сейчас он встал на кровавый путь мести, и мне прям интересно, к чему это приведет, ибо наверняка в дальнейшем месть не станет его истинной целью. Вот только в данный момент расплата за то, что сделали с его отцом, видимо по вине черных магов, является для него приоритетной задачей. Также интересно, как работает сила в этой вселенной. Есть люди, пользующиеся магией, а есть, например, катана, сделанная Кунисиги, на которой выгравирована черная магия, и тут тоже интересно, как это все работает. Сам тайтл по первым впечатлениям выглядит многообещающим, однако к тому, чтобы провозглашать Кагурабачи убийцей черного клевера, магической битвы и One Piece, как-то рановато, поскольку вышла всего первая глава и все может вполне измениться. Хотя от того, как автор этой манги преподнесет дальнейший сюжет, Кагурабачи может и посоревноваться с бывалыми сёнэнами, но чтобы добиться такого, придется хорошо постараться. Так что пишите, что вы думаете насчет нового тайтла в списке журнала Shonen Jump и что вы от него ожидаете. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем